Привет! Это видео про меланжеры – современные компактные мельницы для производства шоколада и паст. Мы хотим рассказать об основных элементах машины, от которых зависит скорость и качество помола, о каменных жерновах и о том, как совместно с Кодзамой мы научили меланжеры работать быстрее и эффективнее. Подавляющее число камней в меланжерах, которые вы можете купить сегодня, имеют продольную прямую проточку. Однажды такое решение зарекомендовало себя как достаточно эффективное, и поэтому долгое время ничего нового не предлагалось. Мы много общаемся с кондитерами и шоколадье по всему миру, и довольно часто с нами делятся проблемами, которые возникают при перетирании таких непростых ингредиентов, как, например, кокосовая стружка. Помол остается грубым даже после 2-3 дней работы меланжера. Тогда мы стали задаваться вопросом, что можно сделать для того, чтобы камни были безжалостны даже к самым капризным ингредиентам. Кодзама не только производит и поставляет оборудование, но и наблюдает за его ежедневной работой на производствах своих клиентов. Инженеры Кодзама имеют возможность получать быструю и качественную обратную связь от технологов и шоколадья. Благодаря этому однажды была выявлена одна деталь. При вращении жерновов с продольными канавками линия контакта с дном, в которой происходит перетирание, практически не меняется. Грубо говоря, масса перетирается хорошо только в каком-то одном месте. Жернова с канавками часто сравнивают с автомобильными шинами. Наверняка многие из вас слышали про эффект аквапланирования. Это когда между резиной и асфальтом образуется слой влаги, и контакт шины с дорогой становится плохим. Чтобы избежать аквапланирования, разработчики придумывают различные варианты рисунка протектора, которые позволяют выбрасывать воду из-под колес автомобиля, обеспечивая хорошее сцепление с дорогой. И заметьте, среди таких протекторов нет ни одного с прямыми канавками. Самый часто встречающийся рисунок шин – это диагональные линии, так называемая елочка. Тот же эффект аквапланирования присутствует и в работе меланжера. Без него не будет происходить перетирание, поэтому его нельзя исключать полностью. Но как при этом увеличить линию контакта, чтобы процесс перетирания был более эффективным? Перепробовав десятки вариантов и самых невероятных прототипов, мы пришли к спиральной, или как мы ее называем, диагональной проточке камней. Суть идеи заключалась в том, что при вращении жерновов с диагональной проточкой так называемое пятно контакта находится в постоянной динамике. Оно перестает быть статичным, становится больше, и за счет этого масса должна перетираться лучше. Результаты превзошли ожидания. Тестирование показало, что камни с диагональной проточкой обеспечивают не только скорость помола, но и успешно справляются с такими сложными ингредиентами, как кокосовая стружка, мука или семена конопли. В качестве открытого эксперимента мы загрузим одну и ту же рецептуру молочного шоколада в 2 меланжера с разными жерновами, с прямой и диагональной проточкой. И оставим массы перетираться при одинаковых скорости вращения и прижиме камней. Спустя сутки проверяем результат. Как видно, жернова с диагональной проточкой при равных условиях справились с помолом лучше, чем прямые. Усложним задачу. Загрузим в те же меланжеры ингредиенты для кокосовой пасты, кокосовую стружку, масло и сахар, и оставим также на сутки.
В результате мы видим, что камни с диагональной нарезкой перетерли кокосовую стружку до кремовой консистенции. А камни с прямыми канавками с задачей справились хуже. Вывод однозначный. Жернова с диагональными канавками перетирают массы действительно эффективнее, чем с прямыми. Это факт, в котором убедились не только мы, но и наши клиенты, которые работают на меланжерах Кодзама с новыми камнями.